Добрый день, дорогие друзья, с вами я, Егор Яковлев и «Цифровая история». Сегодня мы заманили в гости Владимира Семендея, руководителя исследовательских программ Фонда «Историческая память». Наши зрители наверняка помнят, что я рекомендовал статью Владимира в сборнике 1939 год «Технология провала», посвященного прибалтийским событиям перед заключением пакта Молотова-Риббентропа. Вот сегодня об этом мы с Владимиром и поговорим, я надеюсь, подробно. Сначала поговорим о том, какие конкретно планы существовали в нацистской Германии. То есть речь шла о чем? О преобладающем политическом влиянии на правительство этих прибалтийских стран, в первую очередь на правительство Эстонии, или о вводе туда войск и размещении там военных баз, что, так сказать, уже не политическое, но и военное влияние дают нацистской Германии. Или, в конечном счете, о превращении этих государств в протекторат Германии по образцу Богемии и Моравии, а может быть и по присоединению собственно к германскому государству. То есть о чем шла речь? В тайных планах Германии, конечно, эти земли в большей части своей относились к территории заселения германского, территории колонизации. Мне доводилось листать специальную брошюру, подготовленную для немецких офицеров, изданную в марте 1941 года, накануне уже нападения на Советский Союз, где, среди прочего, дана была карта, на которой красной линией была отчерчена зона культурного наплыва, культурного влияния немцев, и все это воспринималось как зона приоритетного заселения. Культурного влияния, так сказать, довоенного? Да. Речь идет об исторических те земли, которые исторически, так сказать, находятся в зоне. Германия воспринимала эти земли как несправедливо неприсоединенные, скажем так. Ведь если мы посмотрим на те игры, в которые играло, скажем, правительство Улманиса в Латвии в 1918-19 годах, то мы увидим, что среди прочего там было обещание в обмен на определенный срок службы и участие в борьбе с красными жителям, не только местным немцам балтийским, но и жителям Рейха, рейхснемцам полагалась земля на территории Латвии и право подданства. Однако, конечно, как только ситуация на фронте изменилась, и при поддержке Антанты все эти обещания были отодвинуты, и немцы оказались обманутыми. Кроме того, нужно отметить, что по итогам Первой мировой войны заселенные в основном немцами или литовцами, онемеченными Мемельланд, то бишь Клайпеда нынешние окрестности, тоже вот этот вопрос, он в межвоенный период стоял для немцев и Германии достаточно остро. Литовцы с помощью прокси переворота смогли присоединить эту территорию к себе. Ну а как только Гитлер уже обрел возможность проводить свою агрессивную внешнюю политику на практике, он у литовцев эту территорию отобрал. То есть раньше, да, надо просто подтвердить, что раньше Мемель входил в Германскую империю. Да. Вот, и Литва фактически эту территорию захватила, да, пользуясь поражением Германии в... У литовцев своя логика и свои резоны были, но значительную часть населения этого города и окрестностей составляли немцы или немецкоязычные потомки литовцев. А там существовали этнические проблемы между, собственно, литовцами и Да, конечно, существовали, немцами. И это все находило отражение в городской жизни, но коли этот город стал частью большой политики, то и судьба его решалась отнюдь не на месте, а в Париже, в Берлине, в Лондоне, в Москве. Ну и напомним, что Гитлер сразу же после того, как была аннексирована Чехия и провозглашена независимость Словакии, предъявил два ультиматума. Он предъявил ультиматум Польше по поводу Данцига, что и стало поводом к началу Второй мировой войны, и предъявил ультиматум Литве по поводу как раз Клайпеды. Вот. Но Литва, в отличие от Варшавы, да, так сказать, Вильнюс
что там, Каунас, да, был столицей, да? Каунас, в отличие от Варшавы, немедленно согласился на этот ультиматум. Это, кстати, был очень большим ударом, этот жест для советской дипломатии, потому что весь межвоенный период Литва была такой занозой, которая разрывала антисоветский кордон, выстроенный по итогам гражданской войны. Литва была очень неудобным партнером для Парижа и Лондона, потому что она находилась в прямом конфликте с Варшавой из-за Вильнюса. Да. Она находилась в конфликте с немцами из-за Мемельского вопроса. И литовский посол в Москве, довольно известный литературный деятель Балтрушайтис, воспринимался как, сказать, чуть ли не друг Советского Союза. Если мы берем межвоенный период, то дружественными посольствами считались, наверное, кроме, конечно, непосредственно союзников, Монгольской Народной Республики, Тувинской Народной Республики. Речь шла о Чехословакии, о Литве. Иногда в таком ключе воспринималась Турцию, но все-таки речь идет о более ранних годах, нежели 30-е. То есть у Литвы до 1939 года Афганистан, конечно, были основания, так сказать, поддерживать добрососедские отношения с Советским Союзом из чисто прагматических соображений. То есть нужно было найти центр силы, в союзе с которым можно было отвергать претензии немцев и предъявлять претензии полякам, захватившим Вильнюс. Да, это так. И нужно отметить, что Литва до того, как Польша предъявила ультиматум и заставила ее под угрозой военных действий установить дипломатические отношения с одной стороны, и до того, как Германия заставила Литву, по сути, стать ее сателлитом, если уж так всерьез говорить, представляла большой интерес для советской дипломатии и, конечно, использовалась для того, чтобы разбить вот этот фронт, выстраиваемый Францией и Великобританией против Советского Союза. Видимо, это была одна из причин, по которым немецкое военное руководство воспринимало литовцев как почти славян. Я думаю, что здесь все-таки сочетание каких-то расовых фобий накладывалось на восприятие качества вооруженных сил. Литовцы не воспринимались здесь столь серьезно, как качественные воины, как эстонцы. Латышский солдат ценился высоко, но немцы не очень ценили латышских офицеров почему-то. Но это уже другой момент. Если же говорить о Польше и восприятии Польши, то мне на ум приходит карикатура из эстонского журнала «Крат» 1938 года, где вокруг сгрудившихся друг к другу прибалтов рядом нависают три грозных силы. Это белый медведь в буденовке и с усами, это черный орел со свастикой, и это белый орел с мощным клювом и в конфедератке. То есть Польша отнюдь... То есть это мы как бы в порядке послезнания говорим о Польше как о жертве, но в 1938 году Польша отнюдь не воспринималась исключительно как жертва, а воспринималась как довольно мощный региональный игрок, который представляет... каковым она и была, да, по сути, потому что еще раз напомню, что Польша, так сказать, захватывает фактически Вильнюс, да, нанося смертельную, не смертельную, но тяжелую психологическую, как минимум, политическую травму соседней Литве. Да. Польша участвует в разделе Чехословакии, захватывая Тешинскую область, поэтому Польша была вполне себе империалистической державой, и ее по праву, наверное, на этой карикатуре. Надо сказать, что в дипломатическом корпусе тоже действия Польши не воспринимались исключительно в жертвенном ключе. Более того, сейчас это может, конечно, звучать немножко странно, но тем не менее той же весной 1939 года дипломаты отмечали нежелание Польши, так сказать, уклониться от войны.
В частности, могу привести здесь в качестве примера донесение латвийского посла из Берлина своему министру Мунтерсу, посла Кревинша, который, ссылаясь на свое общение с неким нейтральным коллегой, ну, скорее всего, это посол Швеции или Испании на тот период, Швейцарии, может быть, говорил о том, что дух войны уже как бы из Берлина, так сказать, вышел, даже если Гитлер остановится, во что латвийский посол не верил, но что даже если он остановится, то никто не будет ждать, что Германия продолжит наращивать свой потенциал, и так или иначе все равно возникнет ситуация, когда война начнется. И первые, кто в этом будет заинтересован, это будут поляки. Такова была оценка на середину мая 1939 года. Этот документ пока не публиковался, но мы надеемся, что в нашем журнале российских и восточноевропейских исторических исследований в одном из ближайших номеров мы этот документ тоже опубликуем. А вот не могу не задать вопрос. Вы смотрели документы о том, какие прогнозы дипломаты или, может быть, военные прибалтийских государств делали в 1939 году по поводу будущей войны? То есть, как они оценивали боеспособность немецкой армии, польской армии, западных союзников? Да, такие оценки делались. Германия оценивалась как очень серьезный игрок, хотя звучали нотки предупреждения о том, что не стоит поддаваться магии первых германских успехов. И вот в той же депеше, о которой я говорил, говорилось о том, что следующий мир будет заключен в Потсдаме. Речь идет, как напомню, о середине мая 1939 года. Что все-таки совокупный Запад сможет побороть Германию, и стоит об этом заранее подумать, несмотря на то, что на каких-то ранних этапах Германия может взять свое. Здесь чувствуется инерция Первой мировой, явно. Ну, естественно, да, потому что все эти государства, они, так сказать, появились, что называется, государства из чернильницы в результате тех или иных действий в 18-19 годах германской стороны, стран Антанты, и, естественно, ориентировались они прежде всего на Лондон и Париж. Хотя уже непосредственно в событиях 1939 года мы видим постепенное дистанцирование Лондона и уж тем более Парижа от этого региона. По сути, они, так сказать, осиротели, будучи политическими сателлитами Великобритании и Франции. То есть Мюнхенский сговор фактически обнулил старые какие-то старые договоренности. Обязательства, да, и они вынуждены были искать уже какие-то новые форматы взаимоотношений. Отсюда и зондирование соглашений с немцами, отсюда и попытки как-то подластиться к Советскому Союзу. Сейчас мы до этого дойдем. Итак, я просто хочу резюмировать. Правильно ли я понял, что идеи аннексии прибалтийских государств или, во всяком случае, подчинению их своему жесткому военному и политическому влиянию в нацистском руководстве разрабатывались задолго до 1939 и тем более 1941 года? Да, все эти планы были задолго до событий 1939 года. Эти планы включали в себя не просто аннексию, а колонизацию, то есть заселение немецким населением этих территорий с соответствующим изменением этнического баланса, то есть выселением куда-то на восток, понятно куда, значительной части местного автохтонного населения и заселением немцев, которые там были. Вот. Но этому предшествовал такой маневр нетривиальный, когда Прибалтика оказалась в зоне влияния Советского Союза, в сфере интересов. Сейчас мы до этого дойдем. Гитлер молниеносно провел такой маневр, как репатриация. Под улюлюканье и бравурные заявления местных властей из Эстонии и Латвии в принудительном порядке вывозилось немецкое население, причем размещалось оно не, собственно, в старогерманских территориях, а на территориях, которые были отняты у Польши, то есть генерал-губернаторство. Да, Вартерланд и так далее.
Понятно. То есть это своего рода вот такой как бы план ОСТ в первом приближении, когда немецкое это другой население... план, но тем не менее. Да, непонятно что. Но смысл-то тот же, перевести немцев на территории Востока. Хорошо, это как выглядела ситуация из Берлина. А как она последовательно выглядела из Сталина, Каунаса и Риги? Надо отметить, что законодателем МОД в этой троице был Вильгельм Мунтерс. Он вообще считал себя деятелем мирового уровня. Это свойственно прибалтийским руководителям. Да, активистом, так сказать, определенных политических действий и жестов в рамках Лиги наций. Кстати, очень внимательно интересовался конфликтом на Дальнем Востоке, в частности, советско-японских непростых взаимоотношениях. И мнил себя действительно такой вот величиной мирового уровня. Тем не менее... Надо пояснить, Мунтерс какую страну представляет. Да, Вильгельм Мунтерс – это министр иностранных дел Латвии. Человек не бесталанный, но тем не менее, если внимательно посмотреть на его, так сказать, эпистолярное наследие, в общем, конечно, сильно переоценивавший свои возможности в этом качестве. Финалом выстраивания взаимоотношений с Германией стали пакты Мунтерса-Риббентропа и Сельтера-Риббентропа. Карл Сельтер – это министр иностранных дел Эстонии. Это лето 1939 года. Да, это 7 июня 1939 года, заключение этих соглашений в Берлине в ходе их визита в Германию. Надо сказать, что готовились они в течение практически всего апреля. Первый зондаж на этот счет Гитлером был и Риббентропом произведен в ходе церемонии празднования 50-летия фюрера, соответственно, это 20 апреля 1939 года. Вообще, надо сказать, что весна 1939 и начало лета, да и вообще лето, это такой триумф германской внешней политики, начиная с очень грамотного использования не очень удачного маневра, который сделал Рузвельт, когда он предложил странам заявить о том, угрожает ли им Германия или нет, соседним с Рейхом. Это речь, соответственно, в Рейхстаге, которая транслировалась многими радиостанциями в мире и так далее. И если мы говорим о Прибалтике, то триумфом воли, извиняюсь за каламбур, стало отмечение 20-летия так называемого освобождения Риги от большевиков, которое состоялось в латвийской столице 22 мая 1939 года. Несмотря на просьбу латвийской стороны минимизировать участие германских милитаристов в этом мероприятии, тем не менее они все-таки настояли на том, что будет визит Кригсмарина в Ригу и участие ветеранов Ландесвера и... Надо здесь подчеркнуть, может быть, кто-то не знает, что освобождение Риги от большевиков состоялось при участии немецких войск. Да, это был Ландесвер, то есть ополченцы местные из балтийского немецкого населения, подкрепленные добровольцами из числа рейхснемцев, которые уже после завершения Первой мировой войны, тем не менее, участвовали в событиях, как официальная латвийская историография говорит, освободительной войны, а по сути это гражданская война с элементами иностранной интервенции. И, так сказать, освобождали Ригу от большевиков латышских, надо сказать. В этом вся причудливость и противоречивость той эпохи, когда националистическое правительство Улманиса в тот момент опиралось на почему-то балтийских немцев. То есть здесь переплетались национальные противоречия с социальными конфликтами и социально-политическими противоречиями. И вот 20-летие этих событий было использовано нацистской пропагандой для того, чтобы обозначить свое присутствие в регионе. И, конечно, по воспоминаниям современников, произвело очень гнетущее впечатление на латышское общество, которое начало понимать, что теперь-то они точно подпадают уже под
германское влияние. Это все было, как я говорю, накануне подписания пакта Монтерса-Риббентропа. Ну и здесь, если переходить, собственно, к этому документу, то надо обратить внимание, что не только пакт Молотова-Риббентропа сопровождался секретными протоколами, но и, насколько можно судить по имеющейся информации, и пакт Монтерса-Риббентропа и Сельтера-Риббентропа тоже сопровождались секретной клаузулой. Я позволю себе ее зачитать, она достаточно короткая. Она отложилась в меморандуме Дертингера. Это документ, который был составлен на следующий день после подписания этих соглашений. И, в частности, в нем говорилось о следующем. Эстония и Латвия, помимо опубликованного договора о ненападении, договорились с нами, то бишь с германской стороной, и еще об одной секретной клаузуле. Последняя обязывает оба государства принять с согласия Германии и при консультации с германской стороной все необходимые меры военной безопасности по отношению к Советской России. Оба государства признают, что опасность нападения для них существует только со стороны Советской России и что здравомыслящая реализация их политики нейтралитета требует развертывания всех оборонительных сил против этой опасности. Германия будет оказывать им помощь в той мере, насколько они сами не в состоянии это сделать. По сути, речь идет о том, что даже формальный нейтралитет, который был объявлен, становится полной фикцией, и вот эта секретная клаузула об этом свидетельствует. Ну, интересно, что в этом протоколе, да, подчеркивается то, что угроза исходит исключительно от Советского Союза, при том, что, как мы сказали в начале передачи, нацистское руководство изначально рассматривало территорию Прибалтики как земли, которые будут колонизированы немецким господином. И при этом уже имелся опыт Литвы, от которой была отколота территория Клайпеды и окрестности или Мемельланда. Говорить о регионе, то, конечно, чертой, за которой шла уже активная проработка присоединения всей Прибалтики к зоне интересов Рейха, это была история с занятием Мемель. И в дальнейшем уже только волевые действия советской дипломатии в августе 1939 года смогли временно, так сказать, на том этапе вырвать Прибалтику из уже, по сути, состояния полупоглощенной территории. Ну вот давайте я сформулирую. То есть ремилитаризация Рейнской зоны, Мюнхенский сговор, аннексия Чехии, провозглашение независимости марионеточной Словакии и в конечном итоге аннексия Клайпеды, все эти меры показали прибалтийским правительствам, что западные демократии защищать их не будут ни при каких условиях, что они одни перед лицом немецкой угрозы. Да. К весне 1939 года стало понятно, что никто Германию в этом регионе сдержать не сможет из западных стран. Более того, надо сказать, что прибалты, по крайней мере, латвийская дипломатия, пытались прозондировать почву еще у одного возможного посредника. Они пытались обратиться к фашистской Италии с тем, чтобы она как-то прояснила возможные перспективы. Но официальный Рим дал понять, что Балтийское море, Балтикум – это зона исключительных интересов Германии в его представлении, и вмешиваться во всю эту историю Рим не будет. И второй очень важный вопрос. Вы смотрели какие-то советские документы? Какое впечатление визит Криксмарины на вот этот юбилей освобождения Риги от большевиков произвел на советскую дипломатию? Удручающее впечатление. И как празднование юбилея Гитлера, куда была отправлена делегация латвийского генералитета, и визит Криксмарины и другие действия воспринимались как очень тревожные и опасные признаки стремительного втягивания Латвии и Эстонии в орбиту Германии на тот период. Конечно, это все отмечалось и по дипломатическим каналам, так или иначе это находило отражение и в печати. И надо сказать, что
самым тщательным и внимательным образом анализировалась ситуация в тот период советской дипломатии. И понятно, что с учетом фактора Ленинграда никто этот регион в Москве не собирался оставлять без внимания. То есть поглощение Прибалтики нацистской Германии естественным образом воспринималось в Советском Союзе как шаг, как этап угроза к началу войны уже против Советского Союза. Можно ли рассказать пару слов о том, какие режимы в это время были у власти в Прибалтике? В Прибалтике, в общем, так сказать, отразилась та тенденция, которая доминировала в Европе в тот период, когда на смену первичным демократическим режимам приходили режимы авторитарно-националистические в тех или иных вариациях. Это были режимы, где сочетались различные элементы идеологических конструкций, которые были присущи как фашистской Италии, так и нацистской Германии, отчасти какие-то элементы из политической практики Великобритании использовались. И вот это такой гремучая смесь, такой винегрет политико-идеологический, так или иначе подавался вот под местным соусом как идеологический конструкт, позволяющий латышу почувствовать себя хозяином на своей земле, или там эстонцу возобладать над остальными на этой земле и так далее. Находило это определенных, так сказать, сторонников, дирижистские методы в условиях экономического кризиса давали какие-то результаты на начальном этапе. Но надо сказать, что во многом после уже начала военных действий в Европе, после развязывания Второй мировой войны Германии, все это было обнулено, и стремительное ухудшение экономического положения в Прибалтике отмечалось с сентября 1939 года. На лето 1940-го это уже было очень-очень заметно. Вплоть до того, что принудительно городская молодежь отправлялась на сельскохозяйственные работы, были введены ограничения по потреблению топлива и так далее. А вот это стремительное ухудшение экономических положений не привело ли к росту популярности левых идей? Конечно, привело. Более того, надо сказать, что наряду с подписанием договора о базах, согласно которому ограниченный контингент Красной Армии и Военно-Морского флота размещался на территории Эстонии, Латвии и Литвы, были подписаны и соответствующие торгово-экономические соглашения, которые в значительной степени в тот период облегчили им положение и в условиях, когда традиционные экономические связи были прерваны началом войны, восполнили те недостачи, которые начали стремительно складываться в условиях военных действий. Можно ли сказать, что у Советского Союза была значительная или хотя бы заметная социальная база в среде рабочих, возможно, крестьян в прибалтийских государствах, которые прямо или, так сказать, в большей степени симпатизировали советской власти? Да, надо сказать, что это отмечалось в том числе и представителей дипкорпуса, опубликованы воспоминания заместителя руководителя французской дипломатической миссии в Риге де Босса, где он отмечает о том, что такие настроения встречаются, они очень заметны в Восточной Латвии, в Латгалии, они заметны среди рабочих. Надо сказать, что оппозиционные настроения существовали в среде национальных меньшинств, потому что националистическая риторика сочеталась с национальным угнетением. После осуществления авторитарных военных переворотов, если мы говорим об Эстонии и Латвии, это 1934 год, Литва это 1926 год, там последовательно свертывалось образование на языках национальных меньшинств, подвергались гонениям представителей нетитульной интеллигенции, ну и так далее. Это русских касалось? Да, это в первую очередь касалось русских, поляков, немцев, евреев,
Также это касалось, кстати, и латгальцев, которые не признавались субэтносом. И латгальский язык не считался, в общем-то, даже за язык. Считался какой-то такой неправильной версией латышского. Хотя там даже алфавит отличается от сейчас он считается языком? Тоже не считается. Тоже не считается. Но, тем не менее, язык-то есть, на нем говорят люди. Столица Латгалии — это город Даугавпилс, насколько я помню. Ну да, можно и так сказать, хотя, конечно, непосредственные носители этого языка, они живут скорее в сельских населенных пунктах. Ну и Латгалия, надо сказать, она отличается от остальной части Латвии, там живут не в хуторах, а в деревнях, она в таком социально-психологическом плане гораздо ближе, так сказать, к славянам этой территории. Ну, поэтому можно говорить о том, что в среде национальных меньшинств, в рабочей среде, в среде лево настроенной интеллигенции настроения были антиправительственные, и значительная часть людей, которые были вот в этой сфере, в этой среде, они так или иначе ориентировались на возможные улучшения ситуации, поглядывая на опыт Советского Союза. Пару слов нужно сказать про еврейский вопрос в Прибалтике. Это очень сложная и серьезная тема. Там переплетались вопросы экономические, социальные и так далее. Надо сказать, что авторитарные режимы в Прибалтике, они не были остро антисемитскими. То есть, конечно, в условиях националистических, популистских диктатур так или иначе не прижимать евреев было нельзя. Но местные режимы не были заинтересованы в каких-то кровавых эксцессах. Поэтому мы видим такой тихий антисемитизм. Это, кстати, отмечалось в тех же переговорах Мунтерса, например, с немецким послом фон Котце, где он говорит о том, что наш народ понимает такой тихий антисемитизм. Это касалось определенных административных ограничений, связанных с ведением деловой активности, участием в тех или иных сферах экономической жизни и так далее. Под натиском немцев евреи были выдавлены из числа зарубежных корреспондентов латвийских средств массовой информации и так далее. То есть вот такие форматы и формы давления были. Что же касается еврейского населения и евреев как фактора политического, они в условиях националистических диктатур, конечно, уже впрямую не участвовали в политике, то есть, по сути, находились в подполье, но играли значительную, продолжали играть роль в экономической жизни. С приходом советской власти евреи получили возможность сбросить вот часть вот этого, так сказать, гнета, который был, но та их часть, которые были имущими или были очень религиозными, они тоже, так сказать, лишились возможности, так сказать, себя проявить в жизни, будь то бизнес или религиозное образование. Этот фактор мы тоже должны отметить. Но парадоксальным образом складывалась судьба некоторых семей. Вот есть такой мой знакомый, бывший депутат Рижской думы Александр Гильман. Его семья была репрессирована советской властью, арестованы, высланы в Сибирь. И парадоксальным образом это их спасло от Холокоста, например. Когда он этот парадокс высказал публично, то подвергся преследованию со стороны латышских властей, как человек, который сомневается в их официозной версии истории. А латвийские власти отрицают Холокост? Нет, они не отрицают Холокост, они были фраппированы тем, что он указал на то, что его еврейских родителей пришли арестовать вполне себе латышские рабочие гвардейцы. Да, вполне такой националистический. То есть, что латыши были большевиками, грубо говоря. Оказывается, среди латышей тоже были большевики внезапно.
Я понял. Значит, давайте тогда перейдем к развитию политической ситуации. Как известно, в августе 1939 года был заключен договор о ненападении между нацистской Германией и Советским Союзом. Как вы считаете, если бы Советский Союз уклонился от заключения этого договора, а его инициатором, как известно, была нацистская Германия, но и не заключил договора с западными державами, которые этого соглашения, в общем, не хотели, это очевидный факт, да, и таким образом в ситуации вот начала Второй мировой войны СССР оказался вообще не связан по никакими договоренностями ни с одним из игроков. Как развивалась бы ситуация, в частности, в Прибалтике? Ну, здесь мы можем, конечно, с известной долей допущения рассуждать на эти темы, но, тем не менее, я думаю, что Советскому Союзу пришлось бы заключать договор с Германией, но пришлось бы это делать в спешке, в невыгодных условиях и в условиях начавшегося мирового конфликта. Гитлер в любом случае собирался напасть на Польшу, коли Польша не согласилась с его идеей организовать Данцигский коридор и перенаправить свою активность на восток совместную. В любом случае план Вайс должен был быть введен в действие. Гитлер любил и умел блефовать. И я не вижу иных вариантов, кроме начала войны. Гитлер не мог развиваться мирно. Так или иначе, война была неизбежна. И вот представьте, что договор с Германией заключается не в августе 1939-го, а приходится его заключать в условиях начавшихся боевых действий уже в сентябре 1939-го. Когда были возможны эксцессы боестолкновений, они и так-то были, несколько фиксировалось таких историй в сентябре 1939-го. А представьте, что если бы еще и не было этих договоренностей, в гораздо менее выгодных условиях пришлось бы заключать примерно то же самое, но только уже с большими благоприобретениями для германской стороны в тот период. Ну вот я вижу ситуацию примерно так. Давайте я расскажу свое воззрение, а вы согласитесь или опровергнете. То есть, допустим, СССР остается вне договоров, Германия начинает войну против Польши, стремительно ее громит, то есть военная ситуация разворачивается примерно так, как она разворачивалась бы в реальности. То есть западные державы Польше не помогают, не могут ей помочь, да, не успевают этого сделать или не хотят этого сделать. Польша терпит катастрофическое поражение, и германская армия переходит линию Керзена. Ну, это неизбежно. Советский Союз, естественно, не может допустить, чтобы германские войска вышли на границу с СССР и, видимо, в любом случае обязаны вводить свои войска на территорию Западной Украины или Западной Белоруссии. Да? Вот. При этом здесь возникает вопрос, а Германия и Советский Союз в каких отношениях находятся? Вот. Германия, скорее всего, в этих условиях категорически заявляла, что ее война с Польшей никоим образом не затрагивает интересы Советского Союза. К Советскому Союзу, Советским Союзом у них строгий нейтралитет, она идет с миром, ну, то есть, чтобы не провоцировать. Вот. И Советский Союз здесь бы становился перед дилеммой либо, так сказать, нападать и выступать в роли агрессора, либо согласиться с тем, что Германия ему официально не угрожает, и, так сказать, действительно идти на заключение, заключение этого договора и разграничение границы, но действительно уже в менее выгодных условиях, когда Гитлер уже победил, и ему уже от Советского Союза в принципе ничего особенно не нужно. И он, соответственно, не может, точнее, может не платить ту дань, да, не отдавать ту плату, которую он отдал в реальном августе 1939-го. А Гитлер отдал в качестве сферы влияния не только те территории Западной Украины и Белоруссии, которые мы упомянули, но также и Финляндию в качестве сферы влияния, и также и Прибалтику в качестве сферы влияния. И в связи с этим, вы согласны с такой реконструкцией? Во многом да, но единственное, стоит отметить, что на начальном этапе Гитлер все-таки хотел за собой закрепить Литву. Есть информация о том, что Латвия тоже воспринималась как возможное поле для дележа. То есть по Западной Двине, то есть Курляндия и Земгалы остаются за Германией, а все, что севернее, Лифляндия, остается в сфере влияния Советского Союза. Ну, в связи с этим вот вопрос, да,
Как вы считаете, как бы сложилась судьба Прибалтики в том случае, если бы договариваться с Германией пришлось уже после поражения Польши, после выхода немецких войск за линию Керзона? Я думаю, что Прибалтика была бы разделена на две части. Ну, то есть, грубо говоря, Литва и Латвия, значительная часть Латвии осталась бы у немцев, Да. А, так сказать, в Эстонию они бы это не полезли. Можно предположить, что так. Ну, эта ситуация значительно хуже, чем та, которая сложилась. По крайней мере, мы говорим о том, что всяческая задержка немцев в 1941 году имела важное, а то и стратегическое значение. Будь то дни, недели, а если мы берем отдельные территории Эстонии, то это и месяцы. Когда Германии пришлось уходить, грубо говоря, уходить из Прибалтики после заключения договора о ненападении, воспринималось ли это немцами как временное отступление? Да, конечно, немцами это воспринималось как временное отступление. Более того, своим доверенным лицам, по доверительным каналам связи об этом всем говорилось. Надо сказать, что поголовно практически все руководство военной разведки Эстонии и Латвии находилось под прямым покровительством немцев, тогда как, скажем так, политические полиции в большей степени по инерции еще ориентировались на Великобританию. Насколько серьезной была немецкая агентура? Очень серьезная агентура, и мы, кстати, публиковали об этом материалы, о том, что им пришлось самым серьезнейшим образом перестраивать работу после прихода туда частей Красной Армии и последующей советизации Прибалтики. Если Литвой занимались непосредственно из Кёнигсберга, то Эстония и Латвия занимались прямо из Берлина. То есть такая вот была специфика региональная. Литва все равно воспринималась как, так сказать, особый регион, регион такого прямых интересов и прямого действия из Восточной Пруссии. Советские спецслужбы как-то учитывали изначально то, что в прибалтийских государствах существует разветвленная агентурная сеть нацистской Германии? Да, конечно. Но надо сказать, что та волна репрессий, которая была проведена еще в 1940 году и потом в мае 1941 года, июнь, непосредственно накануне начала войны, она была не очень эффективной. То есть, с одной стороны, какие-то подпольные центры, которые в значительной мере ориентировались на Германию, были разрушены. С другой стороны, пострадало много людей, которые не имели к ним никакого отношения. И наоборот, оказались вне удара многие лица и группы, которые были настроены очень антисоветские и искали или даже имели уже на тот период выходы на Германию. Насколько широкой оказалась социальная база коммунистов в Прибалтике? Да? Насколько, какие части, какие прослойки населения приняли советскую власть и, в общем, показали себя как советские граждане уже в результате начала войны в 1941 году? Ну, основная часть населения была скорее в таком пассивном, да, ключе, она была в таком политическом ступоре. Это было связано и с тем, что была подморожена политическая жизнь в результате установления авторитарных националистических диктатур, то есть атрофировались какие-то навыки участия в парламентской деятельности, политической активности, в партийной жизни и так далее. На фоне вот такого паралича антисоветского лагеря достаточно буйно развивалась жизнь на левом фланге, и просоветские активисты чувствовали себя в таком приподнятом, что называется, настроении, тогда как антисоветские элементы ощущали определенную угнетенность внутри. Да. И поначалу была идея привлечения левых из других партий, но постепенно от этой идеи отказались. Но надо сказать, что кадровый потенциал коммунистов в Прибалтике был довольно слабенький, потому что местные компартии подвергались двойному, что называется, прессингу. С одной стороны,
это активность местных политических полиций, которые выбивали их из, так сказать, числа людей, которые на воле. А с другой стороны, это партийные чистки, как эхо событий, которые происходили в Советском Союзе. И, в общем, это, конечно, привело к тому, что прослойка непосредственно коммунистов была довольно тонкой на 40-й год. И кадровый голод в партийно-политическом смысле ощущался очень и очень серьезно. Но за год существования советской власти, я имею в виду события 40-41 года, конечно, дало возможность многим тысячам людей так или иначе почувствовать вкус к жизни, так сказать, в новом качестве, в новом ключе. Были просоветские активисты, был массовый прием комсомола и так далее. То есть, конечно, это все было. Ну, а на практике как это вылилось, ну, до сих пор многие говорят о легендарных боях в Лиепае, когда латышские рабочие плечом к плечу с красноармейцами и краснофлотцами защищали город от наступающих немецких войск. Это были активисты из милиции, рабочая гвардия и так далее, которые потом отступали уже на территорию Эстонии. Ну, у них были, конечно, определенные сложности с точки зрения вооружения, потому что та же рабочая гвардия из Латвии была вооружена английскими винтовками, и боеприпасов к ним уже, так сказать, в условиях реальных боевых действий не хватало. Но, тем не менее, это были действительно героические люди, многие из них погибли в первые же недели войны, и эти люди знали, за что они сражались. Давайте подведем итог. Итак, Прибалтика к началу Второй мировой войны, к моменту подписания пакта Молотова-Риббентропа была фактически готова упасть в руки Гитлера, как созрелый плод. Да, верное определение? Да. Более того, самым циничным и гнусным образом это дело все обозначалось в секретной дипломатической переписке, что, мол, русские это как вошь, которую нельзя допускать в шубу, потом ее оттуда не выбьешь. А немцы как пришли, так и ушли, потом они люди культурные, и оккупация у них культурная будет. Это все мы фиксируем в доверительной переписке того периода. И, конечно же, кульминацией стали вот эти договоры Эстонии и Латвии с Германией от 7 июня 1939 года. Литва, как мы уже говорили, была смята и подмята под Германию еще раньше, а именно в марте 1939 года. Конечно же, если бы не советско-германские договоренности августа 1939 года, а в дальнейшем сентября, когда были уточнены вопросы границ, то Прибалтика уже на том этапе стала бы форпостом для дальнейшего «Дрang nach Osten», натиска на восток Германского рейха. Однозначный вывод. Да, и, в общем, ничто не противоречит нашим представлениям об этом, ни единый документ, который сегодня известен историкам, не говорит о том, что Прибалтика готова была сопротивляться, всерьез сопротивляться германскому натиску весной и летом 1939 года. А современная прибалтийская историография это признает? Современная прибалтийская историография спекулирует на том, что формально был провозглашен абсолютный нейтралитет этих стран. Но, как мы с вами видим, из той же секретной клаузулы к этим договорам, все это была, по сути, Филькина грамота, тогда как на практике выстраивались взаимоотношения в фарватере берлинской политики. А вот эта секретная клаузула, она признается подлинной прибалтийской прибалтийскими историками? Они стараются об этом просто не говорить, то есть опровергать ее не опровергают. Я так понимаю, найден-то не оригинал, найдена какая-то ссылка на да, значит, это так называемый меморандум Дертингера, это внутренний документ германский, но
считается, что, в общем, он достаточно правдиво отражает те джентльменские договоренности, которые были заключены. Я, кстати, немецкая историография. Да, ну, собственно говоря, и введен в оборот этот документ был германским историком Аманом, и поэтому, ну, в общем, говорится о том, что, скорее всего, все оно так и было. Единственное, что на сегодняшний день нет четкого представления, было ли все это оформлено на бумаге. Скорее всего, кстати, даже и нет. То есть было достигнуто некоторое соглашение, которое не оформлялось как часть международного договора. То есть были договоренности устные в ходе соответствующих бесед Риббентропа с Сельтером и Мунтерсом. Ну, а германская сторона для себя зафиксировала это вот в этом меморандуме. Как она это понимает, эти договоренности, что до латышей и эстонцев было доведено, они осознают, так сказать, то-то, то-то и то-то. И готовы действовать под диктовку Берлина тогда, когда Берлин сочтет это важным и нужным. Хорошо, все понятно. Спасибо большое, Владимир. Спасибо. Дорогие друзья, напоминаю, что 21-22 марта этого года у нас пройдет фестиваль «Цифровая история». На этот раз он будет посвящен теме «Мифы, с которыми пора покончить». Помимо прочего, там мы будем обсуждать мифы вокруг пакта Молотова-Риббентропа. Мы пригласили на круглый стол про мифы пакта представителей журнала «Дилетант». Не так давно вышел номер этого журнала, который отстаивает и проводит ту точку зрения, что пакт был едва ли не преступлением советского руководства, во всяком случае катастрофической ошибкой. Но есть очень многие историки, которые придерживаются другой точки зрения, и мы предлагаем организовать на эту тему цивилизованную, корректную дискуссию. Владимир у нас быть не сможет, хотя мы его приглашали, но, возможно, проследить за ходом дискуссии в интернете. Вот. Билеты на фестиваль можно приобрести по ссылочке в описании. Приходите, будет очень интересно. Ну что ж, Владимир, еще раз спасибо большое. Спасибо. На сегодня все.